дети, внуки, знали, что я немножко занимаюсь музыкой, немного песни, конечно, для друзей в основном. И говорят, ну, папа, дедушка, ты что-нибудь нам вообще сделай. И вот 1,5 года назад я решил написать несколько песен, долго подбирал тексты. Это и Маршак, и Захабел, и Агни Барто. Есть и наши, так сказать, там слова некоторых песен. Ну, после этого началась в отпуске, там где-то выходной день, мелодии. Я очень счастлив, что мы дружим с Сергеем Таюшевым. Может быть, вы знаете, слышали, наверное, был в свое время очень известный дуэт вокальный Сергей Таюшев и Татьяна Рузавина. Это очень талантливые люди. И, конечно, гармония, обработка и его, так сказать, вклад тоже очень большой. И вот так получились сначала песни. Как раз цикл песен для детей. В основном это такая была идея от пробуждения ребенка. И целый день он как бы занят, и потом уже бай-бай. Да? Вот. Потом, когда послушали профессионалы, специалисты случайно, причем я с Терезой Ганнибаловной раньше вообще никогда не был знаком даже, так? И она говорит, слушайте, это же, в общем-то, здорово, это понравилось. И вот тогда я внес предложение, а почему нам не сделать тогда, если это вы считаете нормально, почему нам мюзикл не сделать? Или что-то такое для детей. Вот так родилась идея. Потом полгода репетиций, всевозможные, так сказать. Это очень прекрасный коллектив. Мне кажется, они справились с этой задачей, а учитывая, что Тереза Ганнибаловна сама взялась за режиссера, так сказать, да, как режиссер, прекрасный сценарий написал Абрамов. И, естественно, мы дорабатывали, пришлось сделать некоторые музыкальные заставки там и еще. Но, в общем, в целом, вот так вот получился. Спектакль «О дне ребенка», да? День из жизни ребенка, так что это? Понимаете, это детские сны. И как они их видят. И через эти сны они проходят взаимоотношения родителей и детей. И мне кажется так, что через вот нашу идею не родители учат детей, а дети помогают родителям стать на правильный путь, на как-то выбрать и как-то понять детей лучше. Вот, а учитывая, что он такой получился и музыкальный, и красочный, по-моему, это... С чем связано вот это ваше, с чем связано вот это ваше желание отвлечься немножко от московских дел и заняться творчеством? А я этим всю жизнь занимался. Только я никогда не занимался этим публично. Ну вот почему сейчас публично? Ну, не знаю, потому что дети, внуки, я 4-кратный дед Российской Федерации, поэтому, наверное, на детей не хватало времени, и, наверное, отцы все они, когда очень заняты были, не до сентиментов было, да? А сейчас, может быть, это воплощение мечты, и я сам в детстве этого не видел. Поэтому хотелось сделать. Вы следили за ходом постановки? Вот что вам Да, конечно, понравилось? конечно. Ну, вы знаете, удивительно, но здесь такой коллектив, они с таким азартом взяли за постановку этого мюзикла, потому что ничего подобного, в общем, не было. А учитывая, что здесь используется анимация, здесь всевозможные спецэффекты, красочный ряд, и много музыки. И вот поэтому там в аннотации есть впервые. Действительно, это многие вещи впервые в театральной искусстве. Я, в общем-то, не претендую, мне хотелось, чтобы детям понравилось. Вот это самое главное. И мне, и всему коллективу, кто работал над этим произведением. Что же все-таки получилось? Получился хороший мюзикл. Мне это не скромно, может быть, но я доволен очень. Получился хороший мюзикл для детей. Именно для детей. Не взрослым тоже, наверное, будет интересно.
но реакция детей ничем заменить ее нельзя. Вот искренности, когда все происходит на сцене, мы даже не ожидали многих вещей, которые готовили. Не думали, что так будет работать все. А насколько сегодня актуален такой спектакль? Я не знаю, я за рынком не слежу, что актуально, не актуально. Я считаю, что мы тему затронули о том, что в семье многие родители не могут найти общий язык с детьми. А то, что дети, кто повзрослее уже, там компьютеры какие-то у них, в общем, такие индивидуальные, кстати, увлечения. А здесь вот понятно, что такое семья, единение, когда они все вместе решают какие-то, может быть, не такие глобальные вопросы, которые происходят здесь в мюзикле, но они их решают вместе, семьей. Это здорово, вот, по-моему, это интересно. Сделали большую, очень радостную, очень позитивную работу, очень счастливы. Вот это мое ощущение. Мои ощущения очень дружной команды, которая хотела просто подарить детям очень много любви, счастья и радости. Нам кажется, что нам это удалось. По-моему, само совпадает. Не дружно, не весело и не одновременно. Давайте заново. Здравствуйте. А вы знаете какие-нибудь загадки? Загадки знаете? Меня зовут Сэм. Ты можешь меня звать мадам Абашка. У меня сейчас горит лампочка. Ёлка! Правильно? Ну, проходи на все, проходи. Открывай себе, Радостный гордо объединил машинных. И еще погромче! Друзья! Ну как? Готовы к спектаклю? Нормально? По поводу ребенка хотят спросить, я так понимаю, да? Скажите, пожалуйста, следующий год, год ребенка. Вот эта вот пьеса, это, в общем, можно сказать, подарок московского правительства детям, насколько я понимаю. Ну, это не московское правительство подарило, а один из министров московского правительства занимался производством детей, а потом сам решил для них сделать хорошую пьесу. Я думаю, это хороший пример. Владимир Иванович Волошков талантливый человек, не только хороший организатор. В нашем департаменте потребительского рынка он руководитель, министр правительства, но оказался еще и человеком творческим, человеком, который хорошо чувствует музыку, хорошо образован в музыкальном плане. Сам начал писать. Вообще у него попытки, прикладывался он к этому довольно много, довольно часто. А здесь вот решил сделать настоящую детскую работу. И отвечая на ваш вопрос, я могу сказать, вот если бы каждый из нас в год ребенка сделал какой-то хороший подарок детям, небольшой и маленький, и обратил бы внимание на это существо, которое требует и поддержки, требует заботы, требует любви. У нас бы год ребенка состоялся. Тем более, что я могу сказать, начав, мы не собираемся заканчивать. Год ребенка — это не даже разовое, там, годичное пусть мероприятие. Год ребенка должен быть в нашей стране навсегда. Спасибо. Милости,
Вот, а потом на углу я встретила соседку. Она говорит, что за углом она разобьешь. Веня, поставь шампанское на стол. Веня кому говорит? Ой! Ну, вот, очень хорошо. Вот, другое дело. Мама, я хочу про сон рассказать. Да, мой хороший, да. Вот сейчас мама на стол накроет. Да, и ты обязательно расскажешь мне свой сон. Ну-ка, что у меня тут? Катерина! Мне сообщили, что ты в школе набедокурила, да? Ага! Ничего я не курила. Ага. Вот ты, Катериночка, набедокурила, и нас теперь вызывают в школу. Но я сказала, что в школу я приду одна, потому что папочка наш все время работает. Ага, работает. А Кэт, сколько раз я могу повторять? Ничего я не натворила. Репетировали мы для новогодней вечеринки. И вообще харе меня воспитывать. Ну вот, Веня, чего вы воспитываете? А я вообще уже большая. Веник, это для воспитания, Вениамин, это имя. Йоу, поздравляю. Папа, я хочу про сон рассказать. Какой сон, Веник? Ты давай лучше расскажи, как у тебя в школе дела. Чего? О, просто ты рассказываешь, значит, дети вот. А что, только дети рассказывают? Вот, ну, взрослые про такую ерунду не говорят. Галя, доллар упал! Как? Вот. Но это не ерунда. 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 Ерунда! Не ерунда! Вот! Нашла! Порядку! И вообще, слушайте Бэтмена. Отца! Он у нас всегда прав. Куранты бьют! Новый год! Галечка, А давай скорее. Вот, давай, Катерина. Теперь мама. рано еще! Ну? Говорят под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. С Новым годом! Нет. А я хотел просто... Новый год, новые проблемы, новые отчеты, новые планы! Нельзя отставать от рабочего ритма. Сынок. Папа, я хочу про сон рассказать. Завтра новый сон посмотришь и расскажешь. Да, Ленечка, да, папа прав. Кстати, ты помнишь, что завтра у тебя день рождения, и ты у меня станешь завтра ровно на целый год старше. Веня, иди сюда. Кстати, ты знаешь, что детям, когда они растут, снится, что они падают. Ага. Вниз головой. Ну ладно, иди. Расскажешь завтра, как падал во сне. Чао, какао, па-па-пра-пу-пу. И тебя это касается, творческая личность. Спать. А чё я сразу? Катерина. Па! Катя. Па! Катя. Катя? Катерина Анатольевна. Мам, Катюша? Катя. Катя? Ну, па! Катя! Ну, папа же прав. Ну, вы мне обещали! Катерина!
забывая, улетаем в страну снов. Но на утро мы сны забываем, и нет способа вспомнить их вновь. Детские сны, моя забота, детские сны, моя работа, даже во сне не будешь скучать. С доставкой в кровать относитесь ко снам внимательно.